Привет! В этом видео мы с вами сплетем вот такие браслеты, которые называются капельки дождя. А называются они так по той причине, что вот эта центральная часть как раз похожа на капельки. Итак, давайте начнем. Для этого приготовьте ваш станок и расположите его, как обычно, открытой стороной от вас. И чтобы центральный ряд немножко был ближе, чем два крайних ряда. Теперь приготовьте резинки трех цветов. Здесь у меня используется синий цвет, розовый и оранжевый. Но сейчас я буду плести браслет из зеленого цвета, из бежевого цвета и оранжевого цвета. Прежде всего нам нужно накинуть сейчас резинки вот для этой окантовки. Здесь у нас окантовку выполняет синий цвет, но сейчас я буду использовать зеленый. Начинаем плести следующим образом. Вот на эти два столбика накидываем зеленую резинку. Накидываем. Так. И теперь вперед вот с этого столбика на этот накидываем. Таким образом. И таким образом и дальше идем почти до самого конца станка. Просто обычным способом накидываем резинки. Когда вы дошли до предпоследнего столбика, то на последний резинку не нужно скидывать. Ее нужно скинуть вот на центральный ряд, на последний столбик. Таким образом, как бы закругляя вот этот ряд. И точно так же нам нужно поступить и с другим рядом. То есть, смотрите, с первого столбика мы скидываем на первый столбик другого ряда. Теперь вот так и тоже до конца гоним. Здесь тоже, когда дошли до предпоследнего столбика, мы с вами этот браслет закругляем на последний столбик центрального ряда. Отлично. Теперь нам нужно накинуть вот этот центральный ряд. Сюда будут накидываться резинки вот такие. Здесь у меня розовый и оранжевый, но сейчас я возьму бежевый и оранжевый. И накидываем резинки мы с вами следующим образом. Вот здесь немножко опустим, чтобы нам было место, куда накинуть. Накидываем резиночку, например, оранжевого цвета и какого-нибудь другого. Я возьму бежевый цвет. И у нас получается, что накинуто здесь две резинки. Точно так же нам нужно накинуть и дальше. Вот сюда накидываем сначала оранжевую и потом бежевую. Опять две получилось резинки. Сюда оранжевую и бежевую. Здесь две. И точно так же до конца ряда. До конца последнего ряда мы с вами накинули по две резинки. И теперь нам нужно здесь немножко опустить и накинуть резинку того цвета, который у нас является цветом окантовки. В моем случае это зеленый цвет. Накидываем на последний столбик центрального ряда. Перекручиваем эту резинку восьмеркой и накидываем сюда еще раз. Теперь мы можем приступить к снятию резинок со станка. Для этого переворачиваем станок открытыми сторонами столбиков к себе и начинаем скидывать резинки со станка. Начинаем мы с вами это делать следующим образом. Внутри первого столбика заводим крючок и скинем одну из вот этих резинок, которые у нас на центральном ряду. Здесь у нас сначала сверху идет бежевая резинка, а чуть ниже оранжевая. Так вот, сначала мы с вами захватим бежевую резиночку, скинем ее сюда вперед. Теперь мы захватим оранжевую резиночку и точно так же скинем ее вперед. Так. Теперь нам нужно точно так же поступить вот с этими резинками, которые у нас уходят на крайние ряды. Здесь поддеваем крючок, захватываем резинку левого ряда и скидываем ее на столбик левого ряда. И здесь тоже. Захватываем резинку изнутри, которая от правого ряда, и скидываем на правый ряд. Теперь нам резинки скидывать нужно немножко другим образом. Смотрите. Здесь внутри резинок мы с вами крючок продеваем и берем резинку бежевого цвета, но скидываем ее не на передний столбик, а на боковой, вот на этот.
А резинку оранжевого цвета, которая у нас там осталась, нам нужно захватить и скинуть на столбик другого ряда, противоположного. Вот. Здесь дальше мы с вами поступаем точно так же. Внутри крючок проводим, скидываем бежевую на левый ряд, внутри проводим, скидываем оранжевую на другой ряд. И точно так же нам нужно сделать весь этот центральный ряд до конца. Внутри заводим, скидываем сначала резинку налево, другую резинку направо. Вы, если резинки лежат не очень удобно, вы их руками просто поправьте, чтобы было видно, что бежевая у нас верхняя, а оранжевая нижняя. И тогда будет удобнее снимать. Весь центральный ряд с вами мы сняли. Теперь нужно снять боковые ряды, зеленые резиночки с них. Здесь все снимается очень просто. Мы с вами просто заводим крючок внутри вот этого первого столбика, захватываем вот эту резинку, которая соединяет этот с последующим столбиком, и гоним как бы вперед. Сюда. Здесь тоже внутри заводим. Здесь тоже внутри заводим, отодвигаем как бы бежевую резинку и закидываем на впереди идущий столбик. Отодвигаем бежевую, накидываем вперед. Отодвигаем бежевую внутри и накидываем вперед. И так до конца ряда. Здесь с последнего столбика этого ряда нам нужно скинуть резинку на последний столбик центрального ряда. Вот на этот. С левым рядом мы закончили, и теперь точно так же поступаем и с правым рядом. Внутри крючок заводим, скидываем на впереди идущий столбик. Внутри крючок заводим, скидываем на впереди идущий столбик. Здесь уже мы с вами, когда заводим крючок, отодвигаем резинку оранжевого цвета. И здесь с последнего столбика правого ряда мы скидываем на последний столбик центрального ряда. В общем-то, все скидывание мы с вами закончили. Теперь, перед тем, как снять браслет со станка, нам нужно внутри всех резинок последнего столбика продеть резиночку. Вот здесь я через все резинки продеваю крючок, накидываю резинку и натягиваю ее. Таким образом, когда я буду вынимать ее из всех этих резинок, она у меня не слетит с крючка. И теперь вот этот другой конечек тоже одеваю на крючок. Готово. И теперь снимаем всю нашу получившуюся конструкцию со станка. Вот такой браслет у нас с вами получился. Он даже такой немного объемный. И центральный ряд у нас получился как бы капельками дождя. Но вы, конечно, понимаете, что этот браслет пока очень короткий. Вот он. И мы его сейчас с вами продлим, удлиним обычным классическим способом. У нас здесь на крючке остались две резиночки, и мы с вами их так на крючке и оставляем. Но на крючок накидываем резиночку зеленого цвета и продеваем через эти две резинки. И вновь накидываем вот сюда. Один. Мы с вами одну петельку сделали. Еще раз сделаем так. Оп. Это вторая. Итак, наберите столько петель, какую длину браслета вы желаете видеть. Когда нужная длина браслета набрана, вот на эти две резинки, которые у нас на конце крючка остались, нам нужно накинуть застежку. Я их так немного натяну и сквозь эти две резинки продеваю застежку с одной стороны. И теперь нам нужно точно так же накинуть ее застежку и с другой стороны. Здесь у нас с вами по центру двойная резиночка, которую мы с вами перед тем, как снимать резинки со станка, накидывали. Вот она. И мы с вами эти две резиночки тоже на
другой конец застежки накидываем. Готово. Вот такой браслет получился. Интересный, симпатичный. Я надеюсь, данный урок вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до встречи в следующем уроке, где мы с вами продолжим плетение каких-нибудь новых браслетов. Пока!